Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP-Labs. Уходящий 2021 год для меня очень был, так скажем, веселым. Я наконец-то создал свой YouTube-канал, мне понравилось снимать ролики, надеюсь, они вам нравились. Давайте подытожим, что мы сделали в этом году. Ну, давайте начнем с конкурса, который мы в последнее время устраивали. Так скажем, подведем промежуточные итоги. Итак, на разработку двигателя было реальных заявок подано около 18 штук. А 2 человека уже прислали эскизные проекты, причем неплохие проекты. Будем ждать февраля, и я думаю, победитель, а то и 2 точно объявится. На инвертор тоже около 15 реальных заявок, пока эскизных проектов нет, но думаю, к февралю все будет. На квадроцикл около 20 заявок, проект сложный, в принципе, я думаю, что-то получится, да? так скажем, движуха идет. А вот по зарядному устройству 3 реальных заявки, не знаю, в этом я сомневаюсь, может быть, просто такой проект простенький, не всем интересен, но очень много активности было, я познакомился с кучей замечательных людей, с многими общался по телефону, я думаю, эта идея выгорит. Также со мной связались представители компании DSO Systems, это производители продукта SolidWorks, и предложили быть партнерами в этом конкурсе. Вот что они предложили. Те, кто займет первое и второе место, выдать лицензии SolidWorks, основную лицензию, и также по желанию, например, там SolidFlow или Solid Electric. Так что это будет тоже неплохим подспорьем, потому что такие лицензии стоят прилично. Так, по поводу проекта турбины на органическом цикле Ренкина. Был приобретен поршневой детандер, будем с ним разбираться, штука огромная, массивная. Также были найдены специалисты, кто готов рассчитать осевую турбину, так сказать, сделать турбодетандер, чтобы мы потом на своем обрабатывающем центре это сделали в металле. И я думаю, эта идея выгорит. Так что в следующем году, думаю, мы еще вернемся к этому. По поводу проекта теплового насоса. Как я вам обещал, но, к сожалению, не успеваю сделать, так сказать, ролик о тепловом насосе по дешману, то есть из подручных недорогих компонентов. Это точно будет, мы уже начали делать, стали пробовать делать на очень дешевых теплообменниках с Алиэкспресс, но понял, что это затея дурная. Все-таки из ничего, все-таки совсем за недорого, на нормального теплового насоса не получится. Но постараемся сделать из доступных компонентов, и чтобы это стоило, в районе 50 тысяч рублей на 8 киловатт. Я думаю, где-то в феврале мы займемся этим проектом и сделаем его. Причем я хочу сделать так, что потом этот готовый тепловой насос подарить, например, какому-то подписчику, который реально опишет, где он его будет применять. Ну что, господа, наконец-то мы начинаем выводить нашу теплицу в эксплуатацию. Очень прошло много времени, было тут много всяких проблем, да и времени было, было много всяких проблем, да и времени не хватало на все. Загрузили грунт, теперь мы грунт обрабатываем паром, купили парогенератор на 25 киловатт и по полчаса такими секциями его обработали. Надеюсь, теперь никакой заразы не будет. По совету людей, что можно использовать белые светодиоды, общего широкого спектра, решили на некоторых грядках сейчас свои изготовим, светодиодные светильники. И я хочу сделать из специального алюминиевого профиля, по которому будет циркулировать вода и сбрасываться тепло в систему отопления. Так можно температуру на диодах держать более низкую, они дольше прослужат и будут показывать больший КПД. Разделили на несколько частей нашу теплицу, часть уже начинаем засеивать. Тут начали с зелени. Насчет остального там растет рассада. Здесь у нас руккола начинает колоситься. И здесь пока не видно, здесь разный лук посажен там и прочее. Добавили еще вентиляторы, чтобы не было застоя воздуха, они просто его разгоняют.
тот второй, еще также у нас вот на втором уровне отдельный сектор под бахчевые сделано. Там будем держать более высокую температуру и низкую влажность. Ну вот так вот, сейчас в январе здесь все будет засеяно, введено в эксплуатацию, и будем вам показывать, как это растет. Надо повесить где-то камеру для таймлапса, будет интересно. Вот так вот. Также в этом году, господа, я много накупил техники строительной. И вот предпочел, мне нравится компания JCB. Вот начал вот с такого вот экскаваторика. Вот. И дальше, короче, не смог остановиться. Понеслась вот экскаватор-погрузчик. Потом вот был вот такой вот, похожий на бобкат, только JCB. И вот недавно пришел, еще толком не опробовали, вот такая вот дуринда кубовая. Если вам интересно, напишите в комментариях, я как бы могу сделать обзор на эту технику. Мы как бы пока не мега профессионалы в ней, но кое-что умеем, могу рассказать о многих нюансах. Что да как по обслуживанию, по работе. Но вот с этим мы только развлекаться начнем. Здесь есть большой пласт работ, надо водоем один выкопать. Если интересно, я тоже буду об этом снимать. Может быть, компания JCB мне что-нибудь за это даст, но просить не буду. Вот такое вот колесико с перебором мы для титановой кибитки по 12 киловатт в номинале, но, блин, оно такое здоровое. Я не знаю, влезет-то нет, но с ним точно поедет. Где-то 35 килограмм весит. Ну, будем ставить, вот они два пришли. Прям в QS Motors заказывали, за вот 2 месяца сделали нам. Да, конечно, будет неподрессоренная масса лютая, но зато потянет точно. Да, вскрытая реклама. Вчера вот только привезли. Вот смотри, как хотел показать, что тут. Вот. Ну и также мы тут немножко занялись, балуемся по деревообработке. Вот тут такой небольшой цех сделали, попробовать. Если интересно, то тоже об этом поснимаем. У нас есть там ну, всякие штуки интересные. Вот. Вот. Также есть вот даже у нас фуговальный станок. Очень хорошая штука. Вот. Вот Рейсмус Деволт такой есть. Тоже неплохо. Вот. Это у нас господин Константин, который играл трупа в предыдущем ролике, этим занимается. Вот так вот. Ну ладно, что, пойдем тогда это? Планы на будущий год. Первое, что хотелось бы отметить, для тестирования двигателя, BLDC-двигателя, на счет которого делается один из конкурсов, нам потребуется стенд. Мы решили сделать свой стенд динамометрический на основе ретрандеров от грузовика и вращающегося тензодатчика. Это позволит нам, в широком диапазоне измерять крутящий момент, ну и умножая его на угловую скорость, получать мощность. То есть в широком диапазоне мы сможем двигатели тестировать и реально понимать, что как работает. Я, кстати, специально по дешевке купил двигатель, это DS90 и DS120, которые с обмоткой славянка. Реально посмотрим, на что они способны. Ну так, будет отдельный ролик на счет этого. Ну и для своих двигателей пригодится. Также займемся, естественно, турбиной на основе органического цикла Ренкина. Будем развивать тему с тепловыми насосами. Доделаем титановую кибитку и, думаю, займемся электрическим багги. Ну, сайд-бай-сайд, что-то типа Маврика, чтобы прям хорошо ездил. Ну и там посмотрим, много всего интересного. Также небольшой спойлер. Вот мы сейчас находимся вот в таком здании. Оно уже на завершающем этапе строительства. Это будет моя новая, так скажем, мастерская лаборатория. Вот. Я позже, если хотите, сниму ролик о ее строительстве и т.д., о инженерных системах, которые здесь будут. Здесь около 1300 квадратных метров. Наверху будет мой, так скажем, офис и переговорка. Там будет столовая и т.д. Будем здесь, делать будущее, так скажем, как получится. Вот. Я его уже строю 1,5 года, скоро будет завершение. Вот
займемся отделкой. Если людям интересно, расскажу о некоторых технологиях, которые здесь применялись. Вот, например, часть здания отделана фальцем, у нас есть фальцопрокатный станок, есть гибочник. Ну, если интересно кому по строительству, тоже расскажу. Ну что, господа, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Надеюсь, будет еще веселее, чем предыдущий. Так сказать, не бойтесь начинать что-то новое, все в ваших руках, вы властелины своей судьбы, скажем так. Всего хорошего, увидимся в следующем году, до свидания.